Привет! Вы на канале Dasha Models, и я всех поздравляю с наступившим Новым годом. И вот в такой домашней обстановке я в этом видео хочу ответить на некоторые вопросы, которые мне присылают. Ну, как минимум, я отвечу на такой вопрос, сколько у меня вообще моделей, как долго я собираю эти модели, ну и также интересный вопрос, кто же за меня их собирает. Так что давайте начнем. И вот посмотрите, я заказала эту модель на одном известном маркетплейсе. И мало того, что набор ко мне пришел через месяц, так еще вот в таком вот безобразном виде. Коробка была обломлена практически посередине, точнее не обломлена, а надломлена. И есть очень рваные места по краям. Ну и мало того, что у меня через месяц пропало вдохновение на сборку этой модели, так теперь у меня вот такая вот безобразная коробочка. И знаете, какой выход есть из таких ситуаций? Теперь я заказываю модели и инструменты только на модельной лавке. Во-первых, у них очень быстрая доставка. И по Москве вы можете получить свой заказ буквально через 2 дня. Оформить доставку вы можете буквально почти на все сервисы, будь то Почта России, СДЭК или пункты выдачи Яндекс. Ну и также вы можете забрать свой заказ в ближайшей пятерочке. У лавки отличная служба поддержки. Например, вы можете обнаружить, что в наборе не хватает деталей. И после обращения к менеджерам вам обязательно вышлют эти детали. Лично я давно пользуюсь модельной лавкой. Я уже заказала модели туда и красок, и инструментов более чем на 1 000 000 рублей. А еще благодаря предзаказам вы точно не пропустите горячие новинки. Ну а для первого заказа вы можете применить этот промокод, и вы его всегда найдете в описании к любому из моих видео. Но если вы опытный пользователь лавки, то действует промокод Dasha. Он дает тоже небольшую скидочку. Итак, Айрат спрашивает, сколько же я моделей собрала за свою карьеру моделиста. И на этот вопрос точно ответить я вам не смогу. Как минимум около 300 папочек с фотографиями моих моделей у меня хранится на компьютере. И, кстати, вот тоже такой интересный вопрос, что я публикую в ВКонтакте периодически посты со своими моделями. И все думают, неужели так скачет мое качество от модели к модели, то в худшую сторону, хоть то в лучшую. И, собственно, хочу ответить на этот вопрос, почему именно так происходит. Просто я решила публиковать всю свою коллекцию фотографий своих моделей. И, конечно, какие-то я делала уже имея большой опыт, какие-то в самом начале своего пути. И эти фотографии у меня идут не в каком-либо хронологическом порядке, а просто вот как мне захотелось их опубликовать. И не знаю, я просто когда вела свою картотеку, я не записывала ни год, ни дату, когда я начала и закончила эту модель. Это, мне кажется, немножко по-аутистски, но при этом просто храню фотографии, потому что многие модели у меня ушли именно в частные коллекции, и в шкафах у меня их уже нет. Большое спасибо всем моим спонсорам, которые продолжают поддерживать мой канал и благодаря которым видео продолжают выходить регулярно. Оформив подписку на мою страничку на Boosty, вы не только делаете благое дело, но и также получаете дополнительный контент обо мне. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. И также пожертвования вы можете отправить мне на мою карту Сбер. Есть реквизиты в описании. Вопрос, какая же была моя первая модель? Первую модель я построила совместно со своим двоюродным братом. Это было очень давно, мне, наверное, было лет 12, а эту модель подарили ему на день рождения. Не знаю, он учился еще в начальной школе, и нам подарили, по-моему, тогда самолет Су. Что-то наподобие самолета Су-27, и я бы сказала, что это был какой-то неосознанный опыт моделизма. Брат тогда начал собирать эту модель, и, мне кажется, не до конца закончил. Что-то я подклеивала уже. И, короче, результат у нас получился не очень впечатляющий и не вдохновляющий. И тогда кстати, собственно, к вопросу, почему я не очень люблю вот эти подарочные наборы от звезды. Собственно, это был, по-моему, звездовский самолет, если не ошибаюсь. Пострадает окраска. То есть все впечатление от собранной модели, как сказать, падает и получается негативным, что у детей это получается так себе. Особенно, когда нету примера, и все-таки те краски, которые идут в наборе, мне кажется, не очень подходящими. Они чем-то напоминают детские краски, когда пальчиковых красок для рисования пальчиками. Так что
Не знаю, это вот мое впечатление, которое сохранилось со мной, не знаю, лет 20 назад, наверное, плюс-минус. Вот. А уже в осознанном возрасте я собрала модель, учась на первом или втором курсе университета. И тогда я купила «Звездовский тигр» в книжном магазине. И, кстати, этих книжных магазинов уже практически нигде не осталось. Ну, собрала, более-менее покрасила, и мне тогда это понравилось. Захотелось еще и еще. Собственно, через несколько лет я завела блог. И теперь вы видите, сколько моделей я собираю. Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. Санечка вот спрашивает, какой инструмент для моделизма является самым нужным и необходимым. Ну, во-первых, самым нужным и необходимым является ваш интерес и мотивация собрать модель. А чем, как, это уже не так сильно важно. И как минимум вам понадобятся бокорезы с надфилем и клей. И, по сути, вот 3 базовых инструмента, которые вам точно понадобятся, без которых процесс сборки выглядит, наверное, не таким эстетичным, результат получится. Вот вопрос от Романа. Какой год является наиболее рекордным у меня по собранным моделям? И я не могу вам ответить точно. Ну, не знаю, я не датирую свою модель, не считаю, не зацикливаюсь на количестве. Просто делаю в свое удовольствие. Не знаю, мне кажется, это тоже довольно странно зацикливаться на количествах. Ну, не знаю, по видео можно примерно оценить, что раз в неделю у меня выходит видео, и, как правило, это модель. 50 моделей в год, наверное, точно выходит. Не знаю, примерно. Следующий вопрос от Дениса. Он пишет, что ходит какая-то информация, что часть моделей собираю вовсе не я, а это носит какие-то следы аутсорса, либо идет крайне разное качество работ относительно времени их публикации. Правда это или вымысел? Но все свои модели я собираю сама. И по поводу качества работ я уже примерно ответила несколько ответов ранее. То, что просто я публикую свои работы из своего фотоархива. И да, не датирую я их, не веду в хронологическом порядке свой блог. Просто показываю модели в зависимости от того, какая еще не засветилась. И я просто не хочу повторяться. Зачем мне выпускать видео, следующим постом выпускать эту модель, фотографию с этой моделью. И, собственно, на этом у меня не получится сделать довольно много публикаций для качественного ведения блога, и чтобы вам было интересно, и не только, чтобы наполнить блог какой-то полезной информацией, собственно, и разбавить некоторые рубрики, которые я начала вести. Например, просто задавать вопрос по качеству или по каким-то темам, относящимся к моделизму. И поэтому я и публикую свой фотоархив не в хронологическом порядке. И по поводу аутсорса. Мне интересно, откуда ведутся вот эти интриги, скандалы, расследования, откуда появляются такие слухи, потому что, скорее всего, это ведут какие-то хейтеры, наверное. Я не очень понимаю, зачем вообще искать какую-то подноготную, разводить интриги, скандалы, расследования в таком виде творчества, как моделизм. Это довольно тоже вызывает у меня вопросы к обществу. И вообще мне хочется сказать, что в среде моделистов не должно быть такого змеиного какого-то конкурирования. Наоборот, мы должны объединяться в своем хобби, делиться своими секретами. Может, кто не хочет делиться, пусть не делится, но сам факт, чтобы
в хобби было как можно больше людей, и это вдохновляет тебя построить следующую модель, вдохновлять детей, например, на их собственное творчество. Может быть, кто-то соберет свою первую модель, а потом запустит очередной орешник в космос. И, ну, не знаю, ну не в космос, да. Лучше, чтобы что-то запускали в космос, а не куда-либо. Ну вот, собственно, у нас нет конкуренции. Ну, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, потому что, например, до 2022 года в YouTube было очень много блогеров, которые развивали вот такое творчество в миниатюре. Тот же Art Models со своими почти миллионами просмотров на каждом видео. Ник Стэнкс, который продвигал бумажный моделизм, например. Он очень харизматичный и интересно рассказывал о постройке своих моделей. Но ну и много-много-много других. И почему-то вот такое у меня сложилось впечатление, что на YouTube в этой среде осталась только я. И, соответственно, у меня тоже немножко падает мотивация вести этот блог, потому что мне не с кем конкурировать, не знаю, мне это тоже немножко приободряет, что вот кто-то собрал так свою модель, кто-то так, а я могу лучше, почему бы это не показать? В общем, давайте дружить, объединяться. И вообще не вижу проблемы, чтобы начать вести свой блог. Вот даже есть такой канал, как «Лаборатория некромантов», и я лично знаю Андрея, когда-то мы вместе даже учились. Но он умалчивает почему-то сей факт. Вот. И даже побывали на Селигере, на известном форуме, ну, не нашистов, а тогда это называлось как-то «Зворыкинский проект», по-моему, это называлось. В общем, на 3-м или 4-м курсе университета мы ездили вот в такое вот интересное времяпрепровождение, и там тоже участвовал Андрей. Так что и даже он умудряется вести свой блог и находит аудиторию у себя на канале, хотя мне его подача не очень близка, я не могу долго смотреть его видео, к сожалению. Начинайте вести свои блоги, если вы занимаетесь моделизмом, и как бы наращивать сообщество любителей такого хобби в миниатюре. И следующий вопрос. Какая самая тяжелая в сборке для меня модель? Ну, на этот вопрос довольно сложно ответить, потому что я, например, не очень люблю модели от мини-арта, потому что, как правило, они очень-очень разделены на мелкие детали, и некоторые узлы, мне кажется, что проще было бы отлить одной деталью, чем собирать 3 маленьких палочки, которые ты не можешь никак спозиционировать в руках, потому что, может быть, и в качестве клея, конечно, тут играет большую роль, но, в общем, не очень люблю модели, которые имеют от 1000 деталей и больше. Вот даже некоторые наборы от звезды, тот же, по-моему, «Панцирь», если я не ошибаюсь, в 35-м масштабе, имеет очень сложную ходовую часть, и они ее решили показать прям полностью. Ну, наверное, в этом есть какой-то смысл. Ну, мне, как вот любителю покрасить модель, например, мне не очень нравится собирать очень долго ходовую часть. Во-первых, ее никто не будет видеть особо, что ты поставил колеса, и кто там на твое днище будет смотреть. Ну, не знаю. Мне кажется, вот этот момент, когда слишком много деталей, для меня это сложности. И, кстати, продолжая тему сложных моделей, вот, например, я сейчас строю град от Тромпетера, то есть вот этот Урал, и да, это сложная модель, но не такая сложная, как казалось бы, но основная сложность у меня это именно вот эти сеточки, тренд последних нескольких лет, и, соответственно, я делаю их из металлической сетки, которую можно найти на любом маркетплейсе. И если вы ее хотите найти, то надо искать сетка от грызунов на вентиляцию. Вот она идеально подходит. И основная ее сложность то, что клеить ее нужно на суперклей. И вот ты весь в клею, весь стол в клею, все в этом суперклее, но металлические детали так между собой с толком и не склеились. Вот эта сложность меня, конечно,
останавливает и тормозит постройку этой модели. Хотя ребята ее очень ждут. Так что в ближайшем будущем я ее обязательно закончу. Так, Дмитрий и Василий меня спрашивают, какие крупные проекты меня ожидают в следующем году и вообще какие крупные модели я планирую. И хочется сказать, что вот в скором времени выйдет видео, где я собирала огромный МАЗ-тягач. Так вот, МАЗ-537 и очень сложная модель, 900 деталей, но, кстати, собралась она буквально за 2 недели. И вышла у меня довольно качественной. И эта модель у меня будет не просто как модель с танком, а это будет у меня целая диорама и очень харизматичный получается тягач. И она у меня пошла в подарок на Новый год одному из военных. И как это часто бывает, им надо срочно, быстро и прямо сейчас, но как получилось, я все вроде бы успела. И получилось хоть и в попыхах, но очень качественно и интересно. И также тоже одна из масштабных моделей – это советский катер в 35-м масштабе. И вот я его сделала в смоле, то есть он у меня в море плывет. И тоже это очень грандиозная модель. Но почему-то вы не смотрите эти большие интересные проекты, как диорамы или как что-то вот действительно то, что интересно мне. А любите собирать, я так понимаю, только звезду, судя по просмотрам. Так что голосуйте своим просмотром за вот такие интересные и масштабные проекты, а не только за ГАЗ-66 или же за ИС-2. Вот Тимофей спрашивает, какой лучший производитель моделей, по вашему мнению, по моему мнению. И тут очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я интересуюсь, например, в основном лично для себя именно гражданской тематикой. И в этом направлении работает только одна фирма массовая, это АВД. И вот, как видите, это полугражданский. Все ЗИЛки, все КАМАЗы и там автобусы, пожарную технику в основном выпускает только АВД, и у меня нет выбора. И я не скажу, что эти модели прям идеальны. Там есть свои сложности, они очень упрощают многие детали. И, с одной стороны, это хорошо, потому что я быстрее собираю эту модель, буквально за 1-2 дня можно собрать целую модель от АВД. А при этом там действительно есть неточности в деталировке. И тут опять баланс, цена-качество у них еще более-менее. Если выбирать из пластиковых, например, моделей, и кто интересуется военной тематикой, то, наверное, это звезда, может быть, трумпетер. Если вы, например, интересуетесь именно советской техникой, то трумпетер имеет очень большую палитру моделей в своей коллекции, и они давят просто своим числом и выбором. И так как в последнее время у нас актуальна советская техника, те же танки, Т-80 разных модификаций, Т-72, то, скорее всего, выбор пойдет в сторону трумпетера. Но я не скажу, что это суперкачественные модели. Да, точнее, как вам сказать, я просто не очень люблю вот эту скрупулезную сборку из 1000 деталей. Звезда в этом плане мне нравится больше. Быстрее собираешь модели, быстрее приступаешь к процессу окраски. Раньше вообще мне нравилась еще фирма ICM. Они тоже выпускали большое количество грузовиков. Да, военных грузовиков, но все-таки грузовики – это такая тематика, которая вроде бы как и военная, но и на гражданской тематике вполне любой военный грузовик можно представить в любом колхозе, например. В общем, мне очень нравилась фирма ICM, но по понятным причинам она ушла с рынка, и у них был, кстати, идеальный баланс цены и качества, то есть они были, наверное, одними из самых дешевых моделей и при этом показывали ту тематику, которая меня интересовала. Но они ушли.
И так что выбирайте по своим интересам. Я думаю, что и в железнодорожной тематике есть свои фирмы, и в военной технике стран НАТО, например, тоже наверняка есть свои фирмы, которые специализируются на этих моделях. Тут вот такой вот будет ответ на вопрос. Ну, наверное, это вот такие самые интересные вопросы, которые прозвучали ко мне. Ну, они примерно вот к этим вопросам и сводятся большинство вопросов, которые были заданы и в ВКонтакте, и в Телеграме. И, наверное, мне хочется заканчивать на этом и сказать вам большое спасибо, что вы меня смотрите. Хочу вас поздравить с наступившим Новым годом, пожелать вам творческих успехов, новых свершений и начать вести свой блог, потому что моделизм, мне кажется, немножко теряет свою популярность. Люди как-то проводят свое время после работы, и я боюсь, что многие сейчас сидят просто и листают ленту в ВК, в лучшем случае, и смотрят короткие видео. Так что давайте развивать свою мелкую моторику и поднимать свои скиллы, а не просто тратить и получать свой дешевый дофамин, просматривая ленту. Видите свой канал, ведь я же просто собираю свои модели в свое удовольствие и просто включаю камеру. А могла бы и не включать камеру и продолжать заниматься своим творчеством, и никто бы об этом не узнал. Так что начинайте вести блог, показывайте людям, что есть такое хобби, что это интересно, как минимум, и потому что даже сейчас иногда попадают в какие-то реки рекомендации мои видео в ТикТоке, и многие люди спрашивают, что это вообще, чем ты занимаешься. И многие не знают, что это такое, а вместе мы будем распространять это хобби. Так что до новых встреч. Пока-пока.